Это город Припять. Вот зачем здесь пожарные машины, я думаю, что они для заправки арсов. Вот колонна идет. Вы обратили внимание? Порошок SF2U тогда применялся для дезактивации повсеместно. Его забрасывали в машины до того, как подавали туда воду, а воду подвозили с помощью пожарных машин. В Припяти у нас для нужд пылеподавления были еще вертикальные такие водокачки, типа тех водокачек, которые применяются на железной дороге для заправки паровозов, применялись на железной дороге. У нас таких постов было 3, и мы в них закачивали воду не только в арсы, но и в 25 тонные самосвалы, которые применялись для пылеподавления. Он как раз распылял спиртово-сульфидную борду, участвовал в пылеподавлении. 68-й вертолет. Вот он, вот спиртосульфидная борда выливается на территорию рыжего леса. Рыжий лес, он огибал кольцом станцию, и протянулся он даже до Чистогаловки. По-моему, Чистогаловки. До Припяти, до самой Припяти. Вот это стройбаза. Вот. Это предназначено в основном материалы для третьей очереди, для 5-го и 6-го блока. Именно стройбазу труднее всего было и отмыть, поскольку она близко находилась к реактору, то на нее упало очень много радиоактивных материалов из реактора. Вот это 3-я очередь, вот это вот 5-й, 6-й блоки. Вот прудоохладитель, а вот это вот станция, сама станция Чернобыльская. 1-й, 2-й блоки. А вот 4-й блок. Вот он еще не накрыт даже. Вот теперь я сориентировался, где мы были. Мы облетели вот так станцию. Ну, еще облетываем. Это вот парорезервная котельная труба. Она подает пар и тепло, создает в помещениях, где же работает эксплуатационный персонал. А это река Припять, вот на севере. Город на ней и стоял. А здесь, над станцией, я, наверное, с десяток раз, как минимум, летал на вертолете. 1 раз даже упал. Над школой вертолета Ми-8 начали отпадывать лопасти. Над школой в Чернобыль. И мы упали, хотя низко были, упали на бок. Майор, летевший, сломал руку, а я упал на сетки, которыми укрыты были парашюты, мешки. А это просачивался с прудоохладителя водоем, наверное. Пролетаем над одной из деревень, из которой эвакуировали население. Эвакуации подверглись свыше 180 тысяч. Они получили от государства тогда все, что требовалось. Для них построены были деревни, и им заплатили за потерю
имущество свыше 7 тысяч рублей. Это Бликс. Господин Бликс, вы только что совершили облет места аварии на Чернобыльской атомной станции. Каково ваше мнение? Что можно сказать по этому поводу? Well, we have seen the site from the air, Видели с воздуха площадку. and we have seen that a little smoke is still coming up from the Видели, damaged что plant. с поврежденного реактора все еще поднимается небольшой дымок. We have also seen that there is a lot of activity to Мы также видели, что идутся большие работы contain the reactor для того, чтобы and to maintain it заглушить under control. реактор и держать его под контролем. Бликс вел работы здесь. Он очень помогал во многих аспектах своей деятельности персоналу, который исследовал выброс радиоактивных масс. И он успешно пропагандировал те идеи, которые ему здесь, с которыми он здесь познакомился. Это где-то в мае месяце. Что вы можете сказать по поводу интенсивности работ? So what can you say about the intensity of these works which are carried out? Well, they have evidently had a very heavy work in the past 2 weeks. Очевидно, что в течение последних 2 недель была проделана очень большая работа. And been successful. И она была успешной, эта работа. And we hope that they will continue to stabilize the situation. Мы надеемся, что ситуация в будущем будет стабилизироваться.